Я приветствую вас, друзья. У нас в Краснодарском крае выпал снег, стало немножко холодно, и как раз появилась такая тема снять ролик о более горячем алгоритме NeoScript. Вообще это не самый горячий алгоритм, но он достаточно горячий по сравнению с теми же криптонайтами, даже по сравнению с эфиром. В чем у него, скажем так, тонкости? Он требует разгона не только памяти, но и ядра. За счет этого он ест больше электричества, ну и по закону сохранения энергии он становится более горячим. Значит, сегодняшний наш ролик будет опять же о красных, потому что других у меня пока нет. И, соответственно, я покажу майнеры под AMD, покажу монеты и вообще расскажу, почему именно о нем я сегодня решил снять ролик. Сейчас я перемещусь туда вниз и расскажу более подробно. Итак, все это я буду рассказывать на примере пула Mining Dash. Об этом пуле у меня есть 4 ролика на канале, вы можете их посмотреть, скажем, те, кто не смотрел. Это ролики были прежде всего для тех, кто владеет асиками, потому что я говорил об алгоритме SHA-256, но этот пул не только для асиков, но и для видеокарт также. Значит, здесь есть и Blake 2S, и ряд других алгоритмов, в том числе алгоритм NeoScript со всеми монетами. Каковы преимущества пула? Я думаю, что многие из вас уже, если посмотрели ролики, знают. Это обмен свободный на любые монеты. Это пул майнит почти все монеты данного алгоритма, если он алгоритм берет. И у меня есть здесь важная новость. Я веду сейчас переговоры с администраторами данного пула для того, чтобы на этот пул включили алгоритм Дайгера Хашимота и, соответственно, все форки эфира, сам эфир, эфир классик и так далее, чтобы все подключили к мультипорту и позволили майнить для всех карт. Причем там есть тонкости, вы понимаете, да, потому что там есть DAG файл, соответственно, необходимо поставить возможность выставления максимального DAG для определенных воркеров. Но эти вопросы сейчас решают, и руководство пула мне ответили недавно, что в течение нескольких месяцев данный алгоритм будет на этот пул включен, о чем мне будет заранее сообщено, для того, чтобы я мог уведомить своих подписчиков. Итак, вернемся к нашему алгоритму NeoScript. Значит, мы видим здесь стандартный мультипорт, на котором сейчас майнится, в частности, монета IQ. Значит, также здесь представлены все популярные монеты, и Viva, и Trezor Coin, и даже всякие трейд и прочие, о которых вы, я уверен, почти никогда не слышали. Периодически какие-то из этих монет, как в частности Mockway, допустим, о которой я никогда не слышал, они периодически выходят в топ и дают профит больше, чем все остальные. Можно копать ее автоматически, на этом пуле обменивать и переводить в другие валюты, которые мы будем выводить. Я отсюда вывожу все Dogecoin. Я об этом рассказывал и в роликах тоже рассказал. Значит, каким образом мы подключаемся? Переходим в раздел Getting Start. Выбираем здесь свою видеокарту. Красных здесь нет, поэтому мы здесь должны проставить хэш-рейт. Значит, в килохэшах я проставляю 900, ну, немножко спойлерю, 900 килохэш, немножко спойлерю те результаты, которые я добился на видеокартах. Значит, нам дается URL, нам дается worker и нам дается, значит, сложность, либо просто X. Я рекомендую ставить все-таки ту сложность, которую он предлагает, в частности D72. Если мы поставим здесь не мультипорт, а, допустим, какую-то монету, вы видите, сложность у нас поменяется. Поэтому, в принципе, для всех монет соло режима у нас сложность будет 108, для мультипорта сложность будет 72. Если вы не хотите заморачиваться, ставьте X, и будет вам, как говорится, счастье. Значит, я закрою сейчас все и покажу сейчас, что же мы делаем дальше. Дальше мы заходим, естественно, в наш автобернер. И здесь оставляем эфировские настройки, но добавляем по курклоку тот максимум, скажем так, который он у вас держит. Потом вы будете это снижать, даунвольтить. Значит, и добавляем Power Limit. Я обычно делаю это либо до упора, либо
ну, если я точно знаю, сколько надо. То есть обязательно нужно добавить Power Limit и обязательно нужно выставить, вот, допустим, вот здесь вот, я выставлю сейчас видеокарту, выставлю сейчас на ее значении, значит, 1250 по Core Clock и максимально выставлю по памяти. Любое снижение по памяти или по Core Clock будет снижать нам хешрейт. Какие же существуют майнеры? Значит, майнеров я знаю 3. Я думаю, для многих это будет удивлением, что их вообще 3, потому что все знают один, это Claymore. И, в принципе, он действительно сейчас самый нормальный, самый хороший. Но, кроме этого, существует старый майнер 2017 года Gateless Gate 01.3 Prep 6B. Его я показывать не буду, но ссылку дам, кто хочет поиграться. Он, в принципе, давит почти столько же, сколько Claymore. Кроме этого, есть достаточно интересный майнер, продолжение Gateless Gate. Это майнер Gateless Gate Sharp. С него я и хотел бы начать. Значит, открываю я этот майнер. Он ругается на драйвер, он при установке ругается на драйвер, но это вы можете не обращать внимания. Дальше заходим в Default Pool. Значит, здесь он похож на nicehash-овскую оболочку, то есть мы можем выставить монеты, эфир там и так далее. Он майнит эфир и, в принципе, дает на нем где-то 30 мегахэш. Значит, я же выбираю Custom Pool, ставлю параметры неоскрипта из майнинг даша, которые мне были даны, worker, прочие дела. Захожу сюда, выбираю графическим образом те карты, которые у меня будут майнить, но в данном случае я выбираю все и запускаю, собственно, сам майнер. Вы видите, он начинает подниматься. Карты начинают подниматься. Алгоритм достаточно жесткий, ну, как бы жестче, чем тот же эфир. Видите, одна карта тут что-то как-то не поднялась, я на ней снимаю сейчас, и она не очень захотелось подниматься. Вот поднялась, наконец-то. И что мы здесь получаем? Мы здесь получаем 760 килохэш на картах 570-х, вне зависимости от памяти, и 210 килохэш на картах 550-х. То есть падение в 4 раза. А почему же это так происходит? Здесь вы видите хэши там и прочие дела. Перейдем, значит, Ashwin 64 Pro. Значит, и здесь посмотрим, сколько же у нас требуется памяти. И мы видим, что данный алгоритм при загрузке в память потребляет 2,2 мегабайта. То есть понимаем, что карты 552 не имеют просто столько памяти, соответственно, память это добирается с жесткого диска, и значит эти карты падают, у них падает хешрейт 4 раза. Какой отсюда можно сделать вывод? Можно сделать вывод, что карты 1063, карты 554 и так далее не будут иметь этих проблем и будут иметь хешрейт повыше, чем 552. То есть я так подозреваю, что 554 будут иметь хэши где-то половину от того, что у меня есть. Но не обращайте внимания на нижнюю карту, на ней идет запись, естественно, что как бы она немножко просаживается. Значит, я здесь составил табличку. Если на эфире рик потребляет 501 ватт, этот рик, то на Gateless Gate на неоскрипте он потребляет уже 540 ватт и выдает 760 на 570 картах и 210 на 552. Причем неважно 8 гигабайт памяти или 4 гигабайта, тут абсолютно без разницы. Значит, дальше закрываем этот майнер. С ним все просто. Майнер хорош тем, что он выдает, как говорится, все свои хэши с коробки. Куда хотите его устанавливаете, настраиваете, и все отработает. Второй майнер, который я буду рассматривать, это майнер от Claymore. Claymore неоскрипт, ссылка на него тоже будет в описании. С ним немножко посложнее. Во-первых, его необходимо поставить в корневой каталог. Вот я его поставил только в корневой каталог, потому что из любых подкаталогов почему-то он у меня уже не отрабатывал. Я особо не разбирался, значит, но тем не менее. Вторая тонкость. У него есть батник и у него есть конфиг. Настройка только батника или только конфига мне тоже не позволяла его запустить, он выдавал какие-то ошибки и так далее. Поэтому рекомендую и в конфиге, сейчас я открою его, значит, ну вот он у меня вот так вот не по-русски открывается, но тем не менее. Здесь pool,
здесь worker и так далее. Вот все это настроить здесь. И то же самое рекомендую настроить в батнике. Это вторая тонкость. И третья тонкость. Необходимо поставить параметр -A2. При параметре -A1 значит, он выдает даже чуть-чуть меньше хэшей, чем GetLessGate, значит, Sharp. При этих же параметрах мы сейчас с вами посмотрим. Итак, запускаем этот батник. Он достаточно шустро поднимается. Естественно, поначалу выдает нам нулевые хэши. Интерфейс абсолютно аналогичен дуальному майнеру. Значит, вы видите, карты поднялись. Но сейчас нам потребуется немножко подождать, пока он покажет. Значит, вот мы видим, что он выдает 0.829 и 0.895 на картах 550-х, то есть, ну, он еще чуть-чуть поднимется, значит, здесь будет 870, а здесь будет 915. На картах 552 он выдает те же 0.21, как и выдавал. То есть я его сейчас выключу для того, чтобы продолжить рассказ. Значит, при этом потребление на данном майнере снижается, то есть хэшей больше, а потребление у него 517 всего лишь на немножко, на там сколько, на 16 ватт больше, чем на эфире. Значит, естественно, что так как потребление растет не сильно, то и греется он достаточно не сильно. Ну, как я уже говорил, даунвольт мы оставили тот же, соответственно, с чего, по-моему, очень сильно греться. А хэшей, значит, у него получается около 900. То есть, в принципе, если вы поиграете параметрами карт, дадите немножко больше power лимита и как бы увеличите до максимума core clock и memory clock, то вы добьетесь параметров 900 и может быть больше. Значит, карты 580 я показывать не буду, но я карту тестировал, где-то у меня 1120-1140 получалось. Вот таким образом. Значит, она у меня одна, в принципе, на другом риге стоит. Значит, то есть вы можете использовать, значит, этот майнер и данный пул для того, чтобы добиваться какой-то прибыли. Всем спасибо за внимание. Все батники и прочее я оставлю в ссылочках. Подключайтесь в группу, подписывайтесь на канал для того, чтобы знать все новости, и, значит, в канал в Телеграме, где периодически идет голосование, какие ролики вы хотите снять. Я всегда готов ответить на вопросы. В этом Телеграм-канале я почти всегда, поэтому рад вас буду видеть. Всем до свидания, пока.